Всем привет! Вы находитесь на канале Филиппок Арт. Этот канал посвящен масляной пастели в основном. Будем сегодня ею и рисовать. И попутно с рисованием буду рассказывать вам о том, как я, собственно, подхожу к процессам рисования, как выбираю референсы, что меня вдохновляет, как выбираю, что рисовать, что не рисовать. Вот. Ну, вообще, длинный формат ролика для меня актуален впервые, потому что обычно я делаю шортс, рилс, короткие видео. Ну и посмотрим, как у меня получится более длинный формат. Вперед! Рисовать сегодня я буду такие вот мандарины в хрустальной вазе, если, конечно, у меня получится их расположить. Для работ формата А4 и А3 я использую деревянный мольберт. Для данного рисунка я возьму бумагу Монгио, бумага специально для пастели. И в моей работе я пользуюсь обычно либо ей, либо еще бумагой для смешанных техник. Про материалы еще будет время, я вам расскажу, а сейчас я уже начал делать набросок. Все мои работы я начинаю именно с этого этапа, чтобы решить вопрос с композицией и, в принципе, ориентироваться на листе. Набросок можно сделать и карандашом, но в данном случае я делаю его сразу пастелью и теми цветами приблизительно, которые я буду использовать в данной работе. Ведь я показываю всего лишь общее представление того, что я хочу изобразить. И, например, о каких-то мелких деталях думать мне сейчас незачем. Просто берите 1, 2, 3, 4 основных цвета, которые вы будете использовать в рисунке, и набрасывайте. Ошибки здесь могут быть не настолько критичными, поскольку в будущем у нас будет возможность их устранить. После того, как набросок завершен, можно перейти к его уточнению. Здесь уже начинается работа с цветом и тоном, при помощи которых мы будем стараться придать изображаемым объектам глубину. То есть ощущение того, что они находятся в пространстве, а не на плоскости. И как раз тут мы сталкиваемся с первой особенностью такого материала, как масляная пастель. Дело заключается в том, что каждый мелок представляет собой отдельный пигмент. И в случае, когда необходимого оттенка в палитре нет, возникает логичный вопрос. А что делать-то? Мне как нужного оттенка добиваться? Ответ здесь довольно очевиден, поскольку масляная пастель, как правило, довольно хорошо смешивается, в том числе и бюджетные марки. А вот насколько хорошо она будет смешиваться, зависит вот от чего. В первую очередь от самой пастели. Очень странно, да? А именно от ее мягкости. По моему опыту, даже бюджетные марки показывали хорошие результаты при смешивании, если мелки были мягкими. Так что это один из тех параметров, на которые я обязательно обращаю внимание при покупке пастели. Второй значимый фактор в смешивании играет бумага, поскольку от нее также зависит, как пастель наносится, а в частности, насколько хорошо она задерживается на листе. И здесь, на мой взгляд, важно подобрать подходящий для себя вариант, чтобы бумага не оказалась слишком текстурной и одновременно с этим не сильно гладкой. Поэтому мой выбор падает на два вида бумаг, как я говорил ранее. Это бумага для пастели и бумага для смешанных техник. Для обоих вариантов я выбираю плотность в интервале от 120 до 300 грамм на метр квадратный. Бумага должна быть с неявной текстурой, и бесцветной бумаги я всегда предпочту тонированную. Потому что я считаю, что на такой бумаге, при удачном ее подборе по тону, конечно, работа будет смотреться интереснее. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделал отдельный материал на тему смешивания масляной пастели, напишите об этом комментарий. Ну и в целом, фидбэк для меня будет супер-пупер полезен, ведь это же первый мой длинный видос, поэтому пишите давайте. Теперь можно переходить к рассказу о том, как я крашу. Ведь здесь и начинается самое веселье. Потому что для себя я нащупал такую технику, которая хорошо добавляет стиля моим рисункам. Стилька. А это, в свою очередь, способствует их узнаваемости и запоминаемости. Но главное, конечно же, это удовольствие от процесса. Это однозначно. Так вот, рассказываю, отойдя от лирики, в своей работе я отдаю предпочтение нанесению цвета мазками, либо небольшими цветовыми областями. Не знаю, как это можно обозвать, но, например, в пиксель-арте есть отличный для этого термин – кластеры. Это небольшие непрерывные участки одного цвета. Вот и у меня
тоже такие участки есть в моих работах. Но это не отменяет того, что я, например, люблю использовать и плавные переходы одного цвета в другой. То есть градиенты. Вот как раз в мандарине, который я сейчас рисую, есть и то, и то. А как же я выбираю нужный цвет, спросите вы? Надеюсь, конечно, что спросите. Потому что все равно я сейчас буду об этом рассказывать. Постараюсь как-нибудь понятно объяснить. Попробую, учитывая то, что мне самому сложно ответить на этот вопрос, но я подумал и вроде как придумал. Вот если мы внимательно рассмотрим объект рисования, то его можно будет разложить на оттенки. И это и будет нам самой большой подсказкой в том, какой цвет выбрать. Поэтому гораздо важнее, мне кажется, если есть такая возможность, рисовать с натуры, а не с фотографии. Потому что с натуры гораздо проще оценить и передать объем. Так, например, молоко вместо белого может оказаться комбинацией из светло-серого, голубого и пастельно-желтого цветов. А черная кофеварка будет палитрой из холодных и теплых оттенков серого. Эти рисунки, кстати, я уже выполнял, и вот по их примеру я назвал сейчас цвета, которые я использовал. Здесь, например, у меня мандарины оказались оранжевыми, охристыми, коричневыми, зеленоватыми кое-где и даже фиолетовыми. Таким образом, получается, что тон круче, чем цвет. А иначе в изображении мандарина я ограничился бы палитрой светло-оранжевый, оранжевый и коричневый. Кстати, чтобы себя проверить, не накосячили ли вы с тоном, переведите рисунок в черно-белое и посмотрите, остается ли объем у рисунка или нет. Если нет, соответственно, косяк. Что-то вроде того. Надеюсь, понятно объяснил. Давайте дальше. Обещал рассказать про то, как я нахожу и выбираю себе референсы. В общем-то, здесь ничего такого замысловатого нет. Чем я вдохновляюсь, тоже расскажу. Тут все очень просто. Чтобы вдохновляться, не нужно делать какие-то определенные упражнения. Просто открывайте свои глазки и смотрите вокруг. И находите в куче обыкновенных предметов что-то прекрасное, красивое и что-то, что можно изобразить и сделать необычным, казалось бы, обычный предмет в вашем скетчбуке. Таким образом, кстати, у меня в холодильнике образовалась уже целая полочка с банками и бутылками, которые я изобразил в своем скетчбуке. Ну, а тут вы, кстати, можете спросить, ладно, рисуешь ты банки, склянки, это все есть дома. А, например, если я люблю диких животных рисовать, что мне делать-то? Как быть? Нет их нигде, я в городе живу. Ответ здесь будет предельно обыкновенным. Если у вас нет возможности утром пойти в зимний лесок, пописать глухаря, который сидит на ветке, открывайте интернет и черпайте вдохновение. Я тоже так делаю. А тем временем, кстати, я перешел к покраске стеклянной или хрустальной, честно говоря, не знаю. Пусть будет хрустальной, так интереснее. Хрустальные вазы. Кто-нибудь вообще может так определить на глаз, это хрусталь или стекло? Срочно нужен эксперт в комментариях. А стекло вообще это один из любимых для меня материалов в рисовании. Потому что здесь очень много контрастных элементов, и изображать его у меня получается достаточно достоверно. Кстати, можно подумать, что вазу на таком фоне будет плохо видно. Но на самом деле это не так, потому что здесь стеклянная ваза — это сам по себе очень контрастный объект, и он будет хорошо заметен. Но несмотря на это, все-таки бумагу я рекомендую выбирать так, чтобы она оказалась контрастной по отношению к вашему рисунку. Кстати, если у вас есть какие-то дельные советы, обязательно пишите, потому что опытом надо все-таки делиться, и параллельно с этим мне будет интересно узнать что-нибудь новое для себя и, возможно, даже поделиться этим в будущих роликах. Давайте тогда с меня и начнем. Вот рядом с листом на мольберте у меня лежит выкраска всех моих цветов пастели. И однажды мне задали вопрос, а зачем тебе вообще выкраска, если мелки сами по себе это цвет, и ты можешь просто посмотреть на мелок и выбрать, какой тебе нужен. Но я вам скажу вот что.
обязательно делайте выкраску, особенно поначалу, всех цветов пастели. Потому что мелки имеют свойство пачкаться, смешиваться друг с другом. Поэтому иногда вы можете посмотреть этикетки, они тоже пачкаются. И цвет может быть недостоверным. А на выкраске у вас эталон цвета, и по нему гораздо удобнее ориентироваться. Это всегда у вас перед глазами, не нужно никуда поворачивать голову, смотреть, какой бы цвет тебе выбрать, а потом это окажется еще и не тот цвет, и это боль. Так что обязательно делайте выкраски и пользуйтесь ими, дабы познать легкость бытия. Ну и номер 2 на сегодня. Это довольно, в принципе, очевидная вещь, но о ней постоянно забывают, и я в том числе. Пастель — это такой материал, который очень легко размазать рукой, пока вы рисуете, поэтому не забывайте, что если вы правша, рисовать слева направо, от левого верхнего угла к правому нижнему желательно, а если левша, как я, то от правого верхнего угла к левому нижнему. Это поможет спасти вам ваши драгоценные нервы и время, конечно же. Ну вот, надеюсь, что мои советы, да и в целом вся моя болтовня будут кому-нибудь полезными, и вам понравился процесс рисования. А я уже практически завершил свой рисунок. Кстати, сам процесс рисования у меня занимает примерно от часа до 2 в среднем. И последующая обработка примерно тоже час-1,5, в зависимости от сложности видео и того результата, который я хочу получить. Например, в частности, на этот ролик я потратил больше, чем 2 часа на обработку и озвучку. Значительно больше. На самом деле интересная тема, техническая часть вопроса. Напишите, если вы хотите узнать больше о том, как я снимаю свои ролики. А тем временем я уже отлепляю липкую ленту и предлагаю вам насладиться моей работой. Друзья, каждому спасибо, кто досмотрел этот ролик, и до встречи в скором будущем.